Вас не смущает термин «Русландферштея» или «Путинферштея»? Мы хотели помочь жителям Германии понять этого политика. Говорят, что я агент Путина, и вся наша команда агенты Путина. Я бы рад был, если бы такой был у нас был бы канцлер, как Жириновский. Мы сами хотели поехать на Донбасс. Мы смогли договориться с Брежневым, естественно, тоже с Горбачевым, с Ельциным. Они очень подвержены пропаганде, именно пропаганде России. Часть сербского общества смотрит на то, что происходит в Украине, через призму косовской проблемы. Величайшей угрозой миру является пакт НАТО и Америка. Он Артема Шенина смотрит каждый день. Я знаю, что многие сербы ездят и воюют на стороне России. Да, это правда. Русские помогли нам и во время Первой, и во время Второй мировой войны. Путин смог объединить страну и останется в истории как один из великих правителей России. Привет, друзья! В современном немецком языке есть слово «путинферштейр». Оно буквально переводится как «понимающий» или «понимающий Путин». Так в германской, а теперь и в целом в западной прессе называют европейских сторонников политики Кремля. Это не самая многочисленная группа. По всем опросам большинство жителей Старого Света сейчас однозначно поддерживает Украину. Тем не менее, их голос слышен. Во-первых, потому что этих европейцев очень любят цитировать российские госсми. Помните, заголовки вроде «немцы выступают с осуждением политики своего правительства». Во-вторых, на родине они стали, своего рода диссидентами. Европейские СМИ клеймят их агентами Кремля и вспоминают фразу «useful idiots» – «полезные идиоты». Мы, как вы знаете, в редакции за то, чтобы вы сами делали выводы, поэтому мы решили поближе познакомиться и вас познакомить с теми, кого называют путинферштейрами. Дмитрий Сошин проехался по Европе и попытался понять, кто они и что они поняли, понявшие Путина. Не разделяют антироссийскую истерию сами европейцы. Многие уже понимают, что ради амбиций политиков затягивать пояса придется рядовым гражданам. В новости, и в основном российские, берлинец Рене Херман попал еще весной, когда выложил в ТикТок обращение к Владимиру Путину. Мне, правда, очень жаль, что европейские страны себя так ведут и вас не понимают. Я рад за каждого, который для вас пойдет на улице. Нереально русский флаг взять и выходить на улицы. Сразу менты приедут, сразу забирают, сразу арестуют. Алло, Рене, вы рядом с входом в магазин, да? А с другой стороны? Уже бывший тиктокер, его аккаунт заблокировали, предложил встретиться на безлюдном пятачке возле крупного торгового центра. Рене, добрый вечер. Почему вы решили записать обращение Владимиру Путину? Меня, по идее, заколебал это одностороннее рассказывание от всех, что Россия плохие, и то, и 5-10. Я просто думал, надо сказать, это не так. Так надо как-то извиняться перед человеком, потому что все же по-другому, но я это по-другому вижу, я по-другому понимаю. Почему европейцы не хотят понимать, о чем вообще речь идет там, в конфликте Украина-Россия? Вот это я не могу понять. Я вас полностью поддерживаю. Все говорят, Путин там плохой, туда-сюда, а никто не смотрит на то, что он все успел, на то, что все он делал. Если Путин был бы президент в разных странах, эти государства бы выжили еще и каких. Даже в Германии был бы такой президент открытыми руками. А это люди не видят. Можно сказать, что он ваш политический кумир? Да. Вы бы за него голосовали? Да, почему нет? Кто виноват в том, что сейчас происходит в Украине? Американцы. Там даже думать нечего. Американцы дают украинцам оружие на лизинг, а мы, Германия, должны платить. Еще и ругается Америка, что не вовремя платим. То что это такое? Куда наши налоги деньги идут? В ходе разговора выясняется, что хороший русский у Рене благодаря ГДРовскому детству. Сколько вам лет и чем вы занимаетесь? 10. Работаю для себя. По профессии я вообще-то даже не знаю, как по-русски клемmt на сантехник. Не работаю в этом профессии, просто учил когда-нибудь. А работал бизнесом туда-сюда, в разные фирмы. Фуры, гонял и все такое. А сейчас? Сейчас, после того, что начала войну, у меня в Украине все закрылось. Сейчас я тут сижу и пока без работы. А у вас в Украине был какой-то бизнес? Да, у меня там маффины были 4. Как кофейные киоски. Известный автопробег, который был весной в Берлине. Вы можете себя назвать организатором или, скажем так, соорганизатором этого?
Коорганизатор, да. Вот Игорь сел спереди, а я все сзади. Так он регистрировал, он там присутствовал, с полицейскими разбирался. А я с ним там все на ноги поставил, и людей позвали и так далее. Официально сказали уже больше 5000 машин. Этот автопробег состоялся в Берлине в начале апреля прошлого года. Игорь, русский немец, о котором говорит Рене, главный организатор акции. А откуда вы? Откуда вы приехали в Германию? С Оренбурга. Оренбургский пуховый платок. Да я вообще-то не решал переехать. Родители сказали, поехали. Я вообще маленький был, поэтому приехал. Я-то, в принципе, не решал. Почему вы решили провести этот автопробег? Но показать, что мы не враги немцам, что мы должны также оставаться вместе, как и жили до этого. То есть, когда приехали. И что, не надо там на нас озлабливаться и считать, что если ты русский, то это не клеймо. Но ведь вы также, насколько я понимаю, этим автопробегом хотели высказать свою солидарность спецоперации. Так и не понял, а где это было такое, что там мы наклеили букву «З» там, или ехали, кого-то там обвиняли, или кричали, что разбить там Украину, или что, почему так решили? То, что вывесили флаги российские, же не означает, что поддерживали все войну на этом автопробеге. За всех-то я не могу отвечать. Поддержка спецоперации, это также была цель? Так вышло, в конце концов. Но это не была непримерная цель. Если кто-то ходит путинский майка, почему бы нет? Если запрещено, то нам бы сказали. Нам не сказали. Вот ходил один человек, ему перед камерой там спрашивал, он говорит, о, Путин герой, и хоп, весь автопробег, какие они плохие поддержки Путина. На вашем автопробеге были буквы Z или Y? Была у одной женщины, но она где-то, как мы ехали уже, подсоединилась и уехала. Какое-то определенное время было. Вытащили ее, отштрафовали, и вроде это даже украинцы, я даже не знаю. Недели раньше, 27 марта, автопробег с российскими триколорами и патриотической символикой прошел на западе Германии, в Кёльне и Бонне. Его организаторы уверяют, что с берлинцами были в контакте, но свои акции не координировали. В основном это были русскоговорящие. Были немножко коренные немцы, были турки даже, да. Но в основном это были русскоговорящие, приехавшие практически со всей Европы. Это был первый автопробег, и, как мы потом узнали, это был первый автопробег вообще в Европе. В поддержку? В поддержку России. Против военной, как это сказать, акции, которая ведет Украина с 2014 года на Донбассе. Но ведь немецкие СМИ говорят о том, что это была акция в поддержку спецоперации. Немецкие СМИ много чего говорят. Немецкие СМИ говорят, что я агент Путина. И вся наша команда агенты Путина. Агент Путина? Нет. Ну так естественно, конечно. Вот. Но просто иногда доходит действительно до маразма. Как можно нашу гражданскую позицию, нашу гражданскую инициативу вот так перекрутить и говорить, что нас кто-то спонсирует, что нас Путин как-то подталкивает и так далее. Но это просто наша совесть, поэтому мы это делаем. Когда вы приехали в Германию? В Германию я приехала в 96 году. Откуда? Из Украины. Днепропетровск. В душе я русская. Вот это я могу точно сказать 100%. В душе я русский человек, рожденный при Советском Союзе, и столица моей родины до сих пор Москва. Нет, я им не верю, потому что я знаю, что вот тоже в их пабликах просто стала продвигаться такая идея, что они не должны показывать свое настоящее лицо. Хотя, конечно, кто-то, может быть, и за мир, то есть вот так вот за мир во всем мире, да, и за русский мир при этом. Но там просто были призывы, я видела эти скриншоты, что мы ведем себя максимально осторожно, мы говорим, что мы за мир. Мы, конечно же, не используем символику Z и V. Лиза Вольфсон состоит в антивоенном движении «Демократия Я». Вместе с украинцами его участники стояли на пути автопробега и других пророссийских акций. Лизу, как и многих ее оппонентов, в Германию привезли ребенком. Они очень подвержены пропаганде, именно пропаганде России, то, что они как раз не приемлют каких-то альтернативных источников. Они говорят на немецком, у них хорошая работа, там домик, все хорошо, но этого, как оказалось, этого недостаточно для интеграции. Чтобы быть интегрированным, нужно политическое или даже шире гражданское участие в жизни страны. У вас была попытка зайти в политику. Да, в 2018 году, как я узнал, что моя жена беременна,
я вот начал только заниматься конкретно политикой, потому что я сказал, ладно, мы уже тут выросли с этим кошмаром, тут что творится, а как наши дети будут расти? Вот из-за этого я вступил в эту партию АФД, так называемая. Альтернатива для Она Германии. была в то время для меня как идеально. Все интересы у нас совпадали. Все шло отлично, идеально до вот этого момента, в феврале, до спецоперации. Везде стали украинские флаги появляться, солидарность только Украины. Ну, у нас было заседание, в интеграциonsausschuss, и там был один вопрос по дискриминации российских немцев. А я в это еще один день заранее я своим коллегам предупредил, что я, если они что-то будут говорить, повешу российский флаг, как свой знак внимания для России. Ну, они потом на заседании, как это стоило ожидать, они этот пункт закрыли, даже не стали обсуждать, как дискриминации нету российских немцев. Я сразу вытащил флаг, сказал, что я вешаю вот флаг за погибших детей и женщин на Донецке и Луганске за последние 8 лет. Меня заставили быстро эту тряпку, как они выразились, убрать и покинуть заседание. Родители Евгения, а если по-немецки Ойгена, приехали из Казахстана. Его жена Саина родом из Азербайджана. Когда мы сюда приехали в Германию, люди и сама страна была совершенно другой. Вот такой, какой раньше в России говорили, Германия прекрасна, там самые хорошие врачи, машина. Такой вот она и была. Пенсионеры раньше ездили только на Мерседесах. Сейчас посмотришь, ни одного пенсионера, к сожалению, если раз в месяц одного вижу на Мерседесе, это будет исключение какое-то, да. Самое, что хорошо было в то время, что была немецкая валюта, свои марки были. Вы хотели бы, чтобы вернулась обязательно, Deutschmark? Да. Вот наши деньги были. Вот эта история. Это вот можно потом детям даже показать, в какое время, какие деньги были. Кто ваш политический кумир? Вот для вас обоих. Для меня Жириновский. Или вы имеете в виду с ним? Вообще нет, вообще это Жириновский. А для вас? Из наших пока на данный момент никого такого. Хотя нет, мне очень нравилась как ее звали? Алис Вайдер. Она была очень много за проблемы в Германии, за вот этой всей ситуации с коронавирусом, потом за прививки, чтобы не прививали детей. Ну, Жириновский мне тоже очень сильно нравился, потому что он был очень справедливым человеком, я считаю. Я бы рад был, если бы такой был у нас был канцлер, как Жириновский. Да, чуть-чуть. Любил свой народ, честный был. Настроя. А вам не говорят, что, типа, ребят, если вам не нравится, поезжайте обратно к себе в Россию? Меня каждый день посылают в Россию. У меня был даже такой момент после выступления в Лантага. Меня даже сами полиция звонила, у меня даже письма еще есть, они ко мне приезжали. Герр Вальтер, что вы хотите добиться? Вот почему вы так действуете за Россию? Какие у вас планы? Вы что хотите там Бундестаг это штурмовать? Потому что я обращался в видеоролику, что российские немцы, у нас все-таки тут больше 5 миллионов. Вы представьте, если только 20% мы объединимся и поедем в Берлин. Это будет больше миллиона. Я вот обратился, сказал, мы с вами можем изменить политику в Германию. Это возможно. А как вы к Трампу относитесь? Позитивно. Я не могу ни о чем сказать плохого. Но вы знаете, чем закончился штурм? Ну, опять, это же эти нахрещены те, кто что нам преподают. Новости. Правду там может далеко зарыто где-то. Это тоже выражение какое-то недоверия своей собственной власти. Они считают, что вот Россия отстаивает какие-то традиционные ценности, что на самом деле они защищают христианство, вот эти традиционные ценности, семью, и что на самом деле вот наши ведущие политики предавали вот эти изначальные ценности, что вот Европа – это гей-Европа, а Россия – это еще настоящая Европа. Надо понимать, что в Германии и в других европейских странах к понимателям или оправдателям России относят людей
разного калибра и совершенно разных взглядов. Профессиональные политики, представители экспертного сообщества, бизнесмены, которые работают с Россией и не только, обычные граждане. И их представления о стране, они варьируются от «наздоровья» и «балалайка» до чтения Толстого в оригинале. И мы должны четко понимать, что мы говорим об отношении к российской власти, о поддержке российской власти, а не об отношении к нации в целом. Потому что априори я уверен, что многие жители Старого Света, они хорошо относятся к России по разным причинам. Мы же говорим о поддержке внешнеполитического курса страны. И здесь у понимателей России довольно стандартный набор аргументов. Путин-ферштеер – это в немецком понятии люди, которые считают, что немецкая политика слишком близко к США, что мы должны смириться с Россией, что на самом деле США, НАТО, Европейский Союз не учитывали интересы России вслед за объединением Германии. Это тоже люди из бывшей ГДР, в частности, которые имели в ГДРовских времен близкие отношения с Советским Союзом. В это понятие вкладывается очень много. Это проекция иногда каких-то надежд на Россию, что нам было бы лучше, если мы были бы ближе с Россией, чем с НАТО или с США. Там действительно очень разные люди. Наиболее влиятельные, наверное, все-таки те, которые работают в политическом поле. То есть у которых или есть своя партия, да, или есть всякие регулярно работающие СМИ. Само понятие «Путин-ферштеер», то есть тот, кто понимает, объясняет или оправдывает действия Владимира Путина, а если говорить в более широком контексте официальную линию Москвы, появилось с подачи известной журналистки и исследовательницы Габриэле Кронешмальц. Она действительно хорошо знает Россию. В свое время она работала московским корреспондентом Первого немецкого телевидения. В 2015-м она выпускает книгу под названием «Русланд ферштейн. Понять Россию» с говорящим подзаголовком «Борьба за Украину и высокомерие Запада». В этой книге она постаралась объяснить внешнюю политику России, ее взгляд на мир через ее национальные интересы, страхи и нежелание Запада видеть Россию таковой, какая она есть на самом деле. Кронешмальц была частой гостью петербургского диалога, детища президента Путина и канцлера Шрёдера. Но Германия и Россия настолько удалились друг от друга, что диалога во всех смыслах больше нет. На медиаландшафте Германии почти незаметно других знаковых участников этого форума. Меня зовут Александр Ар, я 40 лет занимаюсь германо-российскими отношениями. Я член германо-российского форума, петербургского диалога и евразийского сообщества. Я написал книгу про Путина, и после этого мне позвонили из Кремля, сказали, что президент России хочет познакомиться с своим биографом в Германии. Кто он такой? Меня пригласили, действительно, я ужинал. Был очень приятный разговор, очень стратегические темы, мне очень понравилось. Я думаю, что он поставил именно на Германию с самого начала, с тем, чтобы через Германию попытаться сблизиться с Западом. Путин не демократ, он скорее авторитарный лидер, который начал строить государство фактически на других таких идеях, нежели на западной демократии. Он сразу вызвал в этом отношении неприязнь. Вас не смущает термин «Русланд-ферштеер» или «Путин-ферштеер»? Это обидное изречение, которое придумали в прессе для того, чтобы вешать ярлык на тех людей, которые пытаются здесь объяснить Россию или говорить о российских интересах, или выступать за дружеские отношения с Россией. А вас относят к этой категории? Я там в первых рядах. Первый рядах, по-моему, со мной все это началось, вот это самое название и вешание ярлыков. Еще там в 2013-2014 году там целая была настоящая кампания против меня во всех немецких газетах. Я честно скажу, что мне обидно, потому что я вырос в Германии, я никакие там хитрые игры не играл,
никакие... У меня было одно, вот чистым сердцем. Я хотел примирения между Россией и Германией, и Россией и Западом после окончания Холодной войны. Перестали меня приглашать вскоре после событий 2014 года. Вот до этого я был фактически очень часто на телевидении, а потом они сочли, что западные элиты или те, кто решают, кого приглашать, с кем дискутировать, что вообще даже какие-то оттенки пророссийской позиции не должны быть услышаны здесь вообще. Фактически cancel culture. Пока идет война, тут выступать с объяснением российской позиции или попытками примирить невозможно. Но смотрите, это не только касается меня, это касается вот такого выражения, как дипломатия. А здесь вы послушайте, что в Европе говорят. Не хотим дипломатические отношения с Россией. Мы хотим войну. Мы хотим, чтобы Россия проиграла. Она должна проиграть. А в России, конечно, тоже агрессия сейчас развивается в сторону Германии. Я уже сказал, что то, что Германия поставляет теперь уже самые передовые современные танки Украине, делает Германию партией войны. Мне кажется, что Александр Ар, который, конечно, знает Россию хорошо, который пытался еще в самом начале путинского правления о нем же и писать, мы частично это делали даже тогда вместе, он в какой-то момент распрощался с экспертной позицией. Он пошел на позицию эксперта, так сказать, лоббиста «Газпрома». Мне деньги давали на работу Восточный комитет немецкой экономики, немецкий банк, Deutsche Bank, у которого было тогда очень близкие отношения с Россией, который шел на российский рынок. Но я не был лоббистом экономических групп. Просто они считали, что нужно продвигать идеи сотрудничества с Россией. Одни из самых видных и, наверное, громких сторонников официальной линии Москвы – это журналисты немецкие, которые работают как бы в крайнем правом и левом секторе немецкой политики. Мы договорились об интервью с главным редактором журнала «Компакт». Его немецкая Википедия и массовые СМИ Германии описывают как праворадикальное и даже экстремистское издание. Редакция находится, как видите, не в центре Берлина, а в небольшом домике на восточной окраине немецкой столицы. У меня в руках специальный выпуск вашего журнала, и на его обложке я вижу «Понять Путина. Собрание речей военного времени». Почему вы решили выпустить сборник речей Владимира Путина? Мы хотели помочь жителям Германии понять этого политика, дать им непредвзятый материал. Наши ведущие СМИ демонизируют Путина, его высказывания искажают или, как минимум, сокращают. Поэтому мы и решили издать полные тексты выступлений президента России. Подобное издание уже было, только с речами Дональда Трампа. Изменилось ли ваше отношение к Путину после начала специальной операции в Украине? Поначалу меня одолевали сомнения. Такого я не ожидал. Я боялся эскалации. Спустя пару недель после долгих раздумий я пришел к иному выводу. Я все больше стал поддерживать специальную военную операцию и ввод войск на территорию Украины. Я обрадовался, что наконец нашелся человек, который противостоит бесконечному продвижению Западной империи по всему миру и влиянию сверхдержавы в лице Америки. Юрген Элsässer на самом деле подчеркнутый независимый, журналист, скажем, публицист, не первые десятилетия. Он начал как альтернативный, достаточно левый направленный журналист, но он виден достаточно давно, и именно как человек, который говорит, я всегда другого мнения. Я всегда не связан и всегда хочу поддерживать другую позицию, чем то, что сейчас преобладает, или тем более в правительстве. Сейчас он как бы опять против, так сказать, поддержки Украины, опять против, так сказать, правительства. Насколько он эффективен? Насколько его слушает аудитория? Ну, смотрите, в Германии живут 83 миллиона человек. Да? А у них, может, и публика, если много, то несколько сот тысяч, но мало кто имеет публику выше миллиона.
главному редактору пришли функционеры из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Ее депутаты в сентябре планировали поехать в Россию, а оттуда на восток Украины. По их словам, немцы не доверяют официальным СМИ и желают узнать правду об этом конфликте от своих депутатов. Мы сами хотели поехать на Донбасс, трое депутатов, двое от федеральной земли Саксония-Анхальт и один от Северной Рейн-Вестфалия. Наша партия хотела бы увидеть и эту сторону войны. Я считаю это правильно, но если бы мы поехали сейчас, живыми могли и не вернуться. Германии следует понять, как видят ситуацию обе стороны. Многие наши политики сейчас в основном едут в Киев. Они стоят на балконе с, назовем их, братьями-боксерами, попивают шампанское, когда в это же время в стране гибнут люди, причем с обеих сторон. И это неправильно. Что происходит на Донбассе, начиная с 2014-го? Сколько человек там погибло? Почему тогдашние события не были так политизированы, как сейчас? Вот это бы я попытался узнать. Мой собеседник фигурирует в ролике русскоязычного YouTube-канала, который, как следует из описания, борется против западной пропаганды, настроенной против России. Кто хочет войну, тот посылает оружие. Кто хочет мира, тот посылает дипломатов. Сейчас даже тем, кто в принципе поддерживает где-то официальную линию России, ского руководства, неудобно с этим выступать. Поэтому сейчас даже от таких партий, как «Альтернатива для Германии», слишком осторожные, так сказать, комментарии насчет «так нельзя». Конечно, эту войну против Украины мы осуждаем и выступаем за четкое решение вопросов международного права мирным путем. Но с другой стороны, нужно сказать, что нельзя прерывать ритм переговоров. А это именно то, что делает Европейский Союз и продолжают делать многие другие страны. Но я думаю, что ключ к окончанию войны не у Берлина, Парижа или Рима, а прежде всего или только у Вашингтона. Потому что мы знаем, что русские неоднократно просили американцев не расширять НАТО и ЕС на восток, и каждый разговор об этом американцы отклоняли. Иногда я читаю и вижу, что журналисты, в том числе и у нас, называют вашу партию кремлевским агентом в Германии. Ну, это, конечно, глупости. Я думаю, эти заявления на совести других партий, прежде всего госпожи Меркель, то есть христианских демократов, и, конечно, Герхарда Шрёдера из социал-демократов. Тут следует напомнить, что именно депутаты «Альтернативы для Германии» и левые партии до последнего притормаживали вопрос о передаче танков «Леопард» Украине. Когда говоришь о необходимости переговоров, тебе отвечают: для начала русские должны уйти с Украины, хотя такого произойти не может. Но в данный момент нам необходимо добиться перемирия и принять соглашения, которые систематическим образом надолго прекратят этот конфликт. И я начинаю замечать, что вот такая идея безоговорочной поддержки Украины, независимо от их требований, перестает пользоваться популярностью. Не секрет, что между левой партией и официальными лицами в России до конфликта в Украине были очень тесные контакты. Как сейчас обстоят дела? Но на данный момент контактов почти нет, кроме личных. Я их поддерживаю, но на официальном уровне ни о каких встречах не слышал. У меня недавно был неофициальный разговор с одним из членов Думского комитета по энергетике, но нельзя сказать, что между нами сохраняются нормальные рабочие отношения. Мы способны говорить с любым. Значит, мы смогли договориться с Брежневым, несмотря на Афганистан. Мы смогли договориться, естественно, тоже с Горбачевым, с Ельциным. Вот это наше самопонятие, что вот мы некие терапевты тоже русской души, а кто еще лучше понимает русскую душу, чем мы в Германии. Поэтому эта война, это очень сложно для не только интеллектуалов и тоже для политического класса в Германии, потому что это конец некого самопонятия. Мы 50 лет жили с этим самопонятием, что вот мы те, которые может. Мы можем мы можем это преодолевать. Интересно, что многие герои нашего репортажа хорошо друг друга знают. Журналист Эльзессер на слете читателей журнала «Компакт» устроил теплый прием Елене Колбасниковой, организатору пророссийских акций на западе Германии.
А Елена Колбасникова на митинге против антироссийских санкций, он прошел в Кёльне, пересеклась с Ойгеном Вальтером. А он, в свою очередь, воспользовался услугами немецкого адвоката Колбасниковой. На акциях в Кёльне, насколько я понимаю, принимал участие Байзихт, адвокат, которого многие называют ультраправым политиком, человеком, который выступает против мусульман. Он ваш сторонник, человек, который вам помогает. Как вы к этому относитесь? Обо мне говорят, что я фашистка, что я поддерживаю Путина, что я агент Кремля и так далее, да? Также то же самое говорят и об этом человеке. Я однозначно патриот своей страны. Придерживаюсь консервативных взглядов. Человек религиозный. Германия была привержена идее христианского Запада, отстаивала ее. Однако она предполагала и право на свободу. Но у нас во время пандемии в некоторой степени ограничивались свобода и гражданские права, что не подобает правовому государству. В декабре вы участвовали в пророссийской демонстрации у Кёльнского собора. Расскажите, почему? Потому что над Германией нависла, как мне кажется, опасность быть втянутой в ядерную войну. Всю свою жизнь я выступал за мирное небо над Европой. После Второй мировой войны Германия клялась, что от нее никогда больше не будет исходить опасность, не будет никаких войн. И вот теперь мы обсуждаем поставку танков, тяжелого вооружения для противостояния с Россией. Это возмутительно. Я хотел создать свою новую партию, но потом я познакомился с Herr Байзичтом, с одним адвокатом. Ну, у нас сейчас там свои планы вот, мы составляем. Мы хотим создать тоже одну партию такую, которая была бы для немецкого народа, патриотическую партию. Вот это мне самое главное. У партии должны быть лозунги, по крайней мере, 3 лозунга. Какие бы у вас были 3 лозунга? Закрыть границы моментально, сразу. Это выйти из Европы, вернуть нашу Deutsche Mark. В конце февраля Ойген Вальтер, Елена Колбасникова и Маркус Байзихт встретятся вновь. На этот раз на демонстрации в Рамштайне. Рамштайн – это центральная американская военная база здесь, в Германии. И оттуда идут приказы, оттуда формируется оружие, которое потом на Украине уничтожает людей. На вопрос, кто на митинге будет из местных, нам сразу назвали имя и подсказали, куда ехать. Я вижу, что санкции, введенные против России, в первую очередь вредят нашим гражданам, у которых есть финансовые проблемы. И я считаю своим долгом предостеречь их от этой беды. Германия должна сделать так, чтобы на нашей территории все американские базы, как, например, авиабаза «Рамштайн», были закрыты. Йовица Йович по профессии социальный педагог, работает с душевно больными пожилыми людьми, живет в небольшом ухоженном городке Камп-Линфорд. Мои предки – сербы, и мой отец знает по своему опыту, каково это, когда немецкие журналисты начинают переписывать историю. Спустя годы уже ничуть не важно, что в СМИ появился документальный фильм о войне в Косово на немецком, который, по сути, начинается со лжи. Должен сказать, что мало кто знает об этом настоящую правду. Йовица завел свой YouTube-канал, там он выкладывает политические комментарии и свои выступления на митингах. Wo sind die Sanktionen für die US-Amerikaner? Jugoslawien 99, Irak, Syrien, Libyen, Millionen von Toten! Я еще открыл свой телеграм-канал. Знаете, как он называется? «Сила братанов». Название возникло у меня в голове спонтанно. Сначала нас было 5, сейчас в районе 400 с лишним человек. Но нас становится больше. А это русскоговорящие немцы или коренные жители? Это русскоговорящие люди из Германии, из Сербии, но сейчас на канал подписываются и жители Москвы, Пскова, Петербурга. Про всех рассказать не могу, но есть даже люди из Казахстана, например. Могу сказать, что часто именно иммигранты и их потомки формируют общественное мнение в Германии. Да, мы это делаем. Коренные немцы более покорны и осторожны. Но, уверяю вас, в основном они тоже против антироссийских санкций и против поставок оружия на Украину. Есть какие-то каналы в соцсетях, которые имеют очень много подписчиков. Значит, это и разные группы. Есть
прямые там сторонники русского официального нарратива. Это, я сказал бы, несколько сотен тысяч, которые каждый день через или Telegram, или Facebook, закрытые группы, Одноклассники, ВКонтакте, другие группы следят за этими. И тоже TikTok, мне кажется, играет больше роль, чем год назад еще, потому что там постоянно есть тоже такие вот ролики, которые вот именно для более молодого поколения. В общем, я сказал бы, что мягкая сила России вслед за последних 11 месяцев здесь, в Германии, существенно снизилась. Скажите, как натовские бомбардировки Сербии повлияли на ваши политические взгляды? Когда НАТО начали бомбить эту территорию, я постепенно понял, как много лжи пресса стала говорить о тех местах, в которых мы обычно любили отдыхать. О Сербии, о Хорватии, о Боснии, обо всем этом крае. Сколько же грязи наговорили о нас, сербах. И в этот момент немецкое гражданство стало для меня просто пластиковой карточкой. В итоге все это и сформировало мою личность. С тех пор я всегда говорю: да, я серб. В России мы во многом живем не реальными представлениями о Сербии, а скорее историческими представлениями, некими мифами о бывшей Югославии. Мы, конечно, хорошо помним и знаем, что эта страна еще до развала Союза погрузилась в страшную и жесточайшую гражданскую войну. Теперь на этой части Балкан существует некая сумма независимых государств, но мы слабо себе представляем, как эти государства между собой уживаются, в какие играют политические игры. И также сербы, мы, конечно, не берем тех, кто имеет родственников и друзей в России, кто там живет и работает, они тоже имеют довольно расплывчатое представление о России. Ну вот есть некий базис. Мы помогли Сербии в свое время стать независимым государством. Мы вместе боролись с фашизмом. Мы в постсоветское время поддерживали Белград и Милошевича. Но по большому счету сербы не сильно вникают в нюансы современной российской политики. Они не задают лишних вопросов. Есть места в мире, где прекрасно говорят по-русски и русских ненавидят. И есть Сербия, где легко можно встретить человека на улице с буквой Z на майке, который не будет знать слова русского языка одного, но будет говорить, что русские братья, и приятные чувства испытывать, и даже, как некоторые сделали, пойти на войну. Президент Сербии вроде бы говорит по-русски. Только несколько слов на русском языке. Но насколько он понимает Россию и готов поддержать Владимира Путина, растолковать сербского лидера взялся его однопартиец. Как, вы считаете, на самом деле Александр Вучич относится к России? Его девочка шла в российскую школу в Белграде. Папа, великий русофил, брат родной, сын, вся фамилия. И это его как эмоциональная позиция. Его надо рассматривать как торговца, который будет делать то, что ему выгодно. Когда он хорошо с Россией, это значит, что это на тот момент выгодно или что невозможно по-другому действовать. И наоборот. И Вучич понимает, что из-за именно настроения народа успешный политик в Сербии должен всегда быть в хороших отношениях с Россией, потому что все иначе смотрелось бы как предательство. С одной стороны, Сербия выступает за территориальную целостность Украины. С другой стороны, сербское руководство отказывается от участия в антироссийских санкциях. Не присоединиться к антироссийским санкциям для нас и для самой России это важнее, чем временное проголосование на Генеральной Ассамблее. У нас есть один принципиальный проблема – это Косово. Мы считаем, что Косово принадлежит Сербии и что мы там имеем территориальную целостность. Да, Косово принадлежит нам. С этой точки зрения мы должны сказать, что Украина другое государство, но это только официально. Каждый серб болеет для СВО. Живела Россия! Живела! Живела Сербия!
Русско-сербский культурный центр «Орлы» считают одной из самых заметных составляющих российской мягкой силы в Сербии. Центр зарегистрирован в Петербурге. Мы пообщались с его белградским координатором. Мы как народ поддерживаем политику Владимира Владимировича Путина. Мы отлично понимаем. Никто не понимает, как мы сербы, что происходило на Украине. У нас это было несколько лет назад и в Боснии, и в Хорватии, и на Косово. Это все устроил Запад. Я знаю, что многие сербы ездят и воюют на стороне России. Да, это правда. Даже у меня есть знакомые люди, которые до сих пор там уже с 2014 года. Они не рискуют со стороны, они не боятся преследования, скажем, властей. Ну, властей. Насколько я знаю, может быть, вы поправьте меня, есть вроде бы закон, который не разрешает гражданам Сербии. Есть такой закон, но брату нужно помочь, когда он попал в проблемы. Я сам ветеран войны на Косово и Метохии в 1999 году, когда НАТО и США фашисты бомбили мою Сербию, тоже воевал. И было много русских добровольцев. Я им очень благодарен. К сожалению, у меня маленькие дети, и не смог пойти на Украину. Это причина, почему я не смог пойти. Я бы тоже сейчас был там. Вы в составе небольшой группы организации «Орлы» были в Петербурге. И вы встречались с представителями частной военной компании «Вагнер». Мы просто через моего знакомого друга пошли там. Они нас, как организаторов митинга, просто пригласили, показали вот этот «Вагнер-центр». Все там посидели 1 час, я думаю, не было больше. И об этом они сделали маленькие видосики. Это появилось на интернете, и после этого здесь устроили в Сербии, открыли Вагнер-центр. Все про Вагнера говорили, что абсолютная ложь, никакого Вагнера-центра нет. Просто мы зашли как гости. Это СМИ-центр, там никакой Вагнер-группы военной формации нет просто. То есть здесь нет никакой вербовки? Никакой вербовки. Вербовкой сербов не занимаюсь, прокомментировал ситуацию Евгений Пригожин. Не остался в стороне и Вучич. В интервью телеканалу Happy президент отмел разговоры о присутствии Вагнера в Сербии, но при этом упрекнул заказчиков рекламы ЧВК на сербском. Она какое-то время гуляла в интернете. Это все дезинформация, конечно. И это говорит о том, что у нас очень много безответственных людей. Я хочу для всех это подчеркнуть. Прежде всего обращаюсь к нашим русским друзьям. Я не хочу вдаваться в подробности, был ли сайт старым или новым, запускали ли его из Москвы или из другого места. Неважно, сайт это Вагнера или нет. И что же вы делаете с Сербией? Зачем призывать людей из Сербии в Вагнер, когда известно, что это противоречит нашим законам? Белградский адвокат и политактивист Чедомир Стойкович требует уголовного преследования тех, кто, цитата, «занимается мобилизацией сербских граждан на войну». В иске, поданном Стойковичем, в частности, фигурирует посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава сербской разведки Александр Вулин. Если ЧВК «Вагнер» задумывалась как инструмент присутствия в иностранных государствах, и если мы видим, что сербы записываются в эту кампанию, чтобы сражаться в ее рядах, то ответ становится очевиден. ЧВК «Вагнер» ведет деятельность на территории Сербии. Более того, завтра я собираюсь выдвинуть уголовные обвинения против тех, кто рисует символику кампании «Вагнер» на белградских стенах. Логотип ЧВК «Вагнер» и другие связанные с ним символы уже зарисовали. В столице много антинатовских граффити, а этот мурал посвятили Альберту Андиеву, добровольцу из Осетии. Он воевал в Косово и недавно умер в Сербии от ковида. В центре Белграда находится, наверное, одно из самых известных граффити, которое отражает очень сложное отношение сербов к России, к Путину, к российской власти. Здесь весной появилось большое граффити, такое полотно с большим портретом Владимира Путина на фоне российского флага, и примерно здесь был написан по-русски «брат». Кто-то взял и зарисовал букву «Б», и получилось сербское слово «рад», которое обозначает... Вокруг этого граффити происходила постоянная война. То изображение Владимира Путина закрашивали, то его рисовали снова, то его покрывали оскорбления, то их потом снова замазывали. Какая сербская партия в данный момент занимает наиболее пророссийскую позицию? Партия «Двери», которую возглавляет Бошко Обрадович, это демократическая партия Сербии. Я думаю, что самая прорусская партия – это Сербская православная церковь и сербский народ.
небольших населенных пунктах и, в принципе, могут попытаться совершить обходной маневр. Цель – укрытая пехота противника, проще говоря, окопы националистов. Набив руку за 10 месяцев... Бывший адвокат Нина Борисавлевич и ее муж Никола живут в уютной, хочется сказать, антикварной советской квартире в старом белградском районе Врача. На чай к ним зашел друг, архитектор Павел. Самая лучшая часть моей жизни была в Москве и в России. Это то, что мое. Я воспринимаю Россию и россиян как одно целое. И люблю безумно. И буду любить, неважно. Там империя российская, или Советский Союз, или Российская Федерация, или что угодно. Как вы относитесь к украинцам и к Украине? Жалко людей. Неважно, кто они. Их жалко. Но мне было жалко и этих людей, которые жили в Донбассе 8 лет. Не хочу называть это войной, потому что я не считаю это войной. Я считаю это специальной операцией и останусь при этом. Ощущение, конечно, скверное, страшное. Но я буду на стороне России. Вообще не важно, кто на власти, что происходит. Вообще, когда говорят об угрозах миру на планете, здесь очевидно. Со времен Второй мировой величайшей угрозой миру является пакт НАТО и Америка. Посмотрите на количество войн, в которых они участвовали, по сравнению с русскими, которых они называют угрозой миру. В принципе, у многих поменялось мнение о западной демократии из-за автократических мер, которые они предпринимали во время эпидемии ковида. И особенно с тех пор, как началась война или спецоперация в Украине, когда на Западе закрыли российский канал РТ. Информация на Западе представлена только с одной стороны, и это классическая промывка мозгов. В середине ноября был запущен проект «Арти на Балканах». На белградских улицах до сих пор рекламные постеры с единственным словом «наконец». Маргарита Симонян анонсировала открытие портала словами «Косово – это Сербия». Канал этого проекта YouTube заблокировал через несколько недель. Прозападных политиков в Белграде в большей степени раздражает не столько возможный эффект работы Арти, сколько сам факт его присутствия. Не понимаю, какой смысл был открывать канал Арти в Сербии. Я уверен, что наши телеканалы сами могут подсмотреть что-то у ваших пропагандистов и редакторов. Например, Хэппи и Пинк — это наши самые рейтинговые национальные каналы с большой аудиторией. И они просто могут заимствовать вашу пропаганду. Смысл в открытии канала видится только в том, чтобы намеренно продемонстрировать влияние российской власти на Сербию и сербские политические круги. Соединенные Штаты, начав холодную войну, готовили Это у против нас... Советского Союза атомную. А вот следующее. Freedom, украинский. Откуда получаем информацию? Это будет, может быть, странно вам услышать, но, например, у нас на 283-м канале первый канал российский. А уже на 285-м и 286-м, неважно, уже Украина. Тот, который на украинском языке мы, конечно, не понимаем, но тот, который идет Freedom на русском, мы тоже очень часто смотрим. И вы смотрите и сопоставляете? Смотрим и сопоставляем, да. Ja, обожаю главным Артема Шейна. Да. Он Артема Шейна смотрит каждый день. Время покажет. Время покажет, да. Действительно ли Путин очень популярный политик у вас в Сербии? Я думаю, что да. Мы знаем, что происходило с Советским Союзом, то есть после распада Советского Союза, и как было страшно ощущение у нас, что нету больше такого большого брата, великого защитника, и Россия была слабой. С Ельциным она была слабой, а с Путиным она уже перестала быть слабой. А Сербии сейчас нужен защитник? Всегда нужен. Мы маленькие. Единственное было, что был единственный надежный защитник, это был православный царь на Востоке, который был, он сидел вот в Москве. И вот и так это унаследовали, что вот, и как у нас учили, на Востоке восходит солнце, на Востоке находится и Россия, где наш вот источник света, где православный вот царь. И вот, и знаете, и в простом народе, даже когда России не стало, когда стал Советский Союз, ну там все равно
сидел лидер в Кремле, и он все равно подпольно считался подспудно, что он наследник русского царя. С Путиным Петр Росич, заведующий хранилищем Госархива Сербии, общался лично в 2019-м, когда президент России приехал в Белград. Вот это резиденция. Палата Сербии называется, резиденция президента Сербии. Вот тут я в середине, вот президент Путин, а вот президент Вучич. Могу вам рассказать, вот, что он задавал такие наводящие вопросы. А в этот период какой царь правил в России? Александр II, III. Вот он типа задавал другие, а потом я понял, что он ответ это знает. Он хотел проверить, насколько я знаю. Вучич, хотя это у него была 7-я встреча тогда с Путиным, что хотя он выше него, знаете, у Вучича рост 1,90 м с чем-то, у Путина вы знаете, вот какой. И хотя, Вучич 20 лет на него моложе, но он смотрит на него, знаете, как ученик на своего любимого учителя, перед которым он хочет показаться в хорошем свете. Наставимо priču drugi put, ne mogu više sad ovdje, moram se pozabavim ovima što su mi u kući. А вот вы с российским флагом у вас. Да. Это сейчас покажу, это бессмертный полк. Видите, это форма моего дедушки, майора танковых войск Красной Армии. Вот такие вещи я с удовольствием пощу. Вашу симпатию к России, скажем, с кем-то возникают какие-то стычки в Фейсбуке или нет, какие-то комментарии? В принципе, нет. Знаете, у меня больше стычек возникает, с простыми сербами, которые говорят, типа, блин, что русские так долго, что встряли в этой Украине, что это не так, вот больше, наоборот, претензий, что так медленно? Одна из частых тем кухонных разговоров в Белграде – доживем ли мы до вступления в Евросоюз. Если верить проведенному в конце прошлого года опросу агентства CRTA, сербы не горят желанием стать частью единой Европы. Лишь 28% опрошенных были бы рады вхождению в ЕС. 36% чувствуют себя индифферентно. На вопрос, кого вы склонны поддерживать в российско-украинском конфликте, 58% ответили «Россию». В мае их было чуть больше. Могу парафразировать одного аналитика, который хорошо сказал про ЕС метко. Знаете, на вечеринку нужно прийти вовремя, когда есть очень много выпивки и свободных, красивых девушек. Какой смысл приходить в 4 утра, отдав все свое кровное, когда все уже выпито, и девочек не только хороших, никаких уже нет? А вы бы хотели, чтобы Сербия вошла в ЕС? Od Evrope mogu se nadam samo najgore. От Европы я могу надеяться только самым плохом. Среди молодых образованных сербов, живущих в больших городах, которые учились за границей или путешествовали за границей, все чаще звучит такое мнение, что, мол, нам навязывают некий странный выбор, либо Россия, либо Евросоюз. А почему бы нельзя, например, жить в составе единой Европы и при этом сохранять нормальные отношения с Россией? Сидеть на двух стулах, я думаю, не вариант. Это мое личное мнение, да, я же не политик сейчас, я переводчик, но я просто считаю, что сейчас Сербия страна, которая, грубо говоря, окружена Евросоюзом, и она официальный кандидат в Евросоюз. Даже с 2012 года, по-моему, она стала официальным кандидатом. Поэтому у Сербии других выборов нет. Логический путь – это путь Евросоюза. Йован, молодой человек, не захотел говорить свою фамилию, относительно недавно вернулся в Белград. Родители, до войны на Балканах у них был туристический бизнес, увезли его отсюда ребенком в неспокойном 99-м. Семья какое-то время жила в Казахстане и Украине. Я считаю, что Россия – это не единственная страна, которая помогает Сербии в плане Косово или у которой определенная позиция насчет этого. Есть же еще Китай и другие страны, которые не признали Косово, в том числе в составе Евросоюза. Испания, Кипр, Словакия. Но мне кажется, что сейчас именно в медиах, в соцсетях это представляется так, что Россия – это единственный, скажем так, старший брат. И в этом может быть до некой меры проблема, потому что сейчас у многих сербов у них недостаточно информации, информационное поле сужается именно из-за таких представлений.
Часть сербского общества смотрит на то, что происходит в Украине, через призму косовской проблемы. Несмотря на то, что Америка, Канада, часть стран Евросоюза и некоторые государства за пределами Европы признали независимость Республики Косово, Сербия продолжает считать этот край частью своей территории. И сербов очень напрягают попытки косоваров постепенно фиксировать все новые и новые атрибуты своей государственности. Так, например, было с попыткой заменить сербские автомобильные номера на косовские, потому что сербы продолжают ездить со своими номерами. Или, например, в середине декабря крупные отряды косовской полиции вошли в город Косовской Митровицы. Там в основном живут этнические сербы. Это на севере Косово. И все эти события, они вели к реальному, серьезному, вооруженному столкновению. И здесь возникают два тезиса, которые очень знакомы, которые что-то напоминают. Мы должны защитить своих людей, в данном случае сербов. И защитить, если нужно, с оружием. И второй тезис – это то, что за косовским руководством в Приштине стоит НАТО. И НАТО является нашим главным соперником. Ситуация очень напряженная. Там наш народ оставили там на милость этим нашим врагам, шиптарам, которые издеваются над нашим народом. И мы должны его защищать. Косово оккупирована территория Сербии. Косово – это сердце Сербии, душа Черногории. Мы должны что-то сделать, какую нашу специальную военную операцию, чтобы это вернули. Один из сербских политиков недавно высказался за денацификацию Косово. Это просто неудобное выражение, знаете. То есть он неправильно выбрал слова? Неправильно выбрал слова. Он, может быть, хотел сказать, что нужно с войсками там войти и забрать, вернуть Косово Сербии, да. Но это не момент для этого, и это неправильно выбрал выражение. Знаете, сразу надо сделать, если бы так говорили, денацификацию в Балканах, потому что в Хорватии и дальше они прославят этих неонацистов и Второй мировой войне, из Второй. И в других республиках тоже. У нашего народа мы имеем что-то имперское в себе. То есть серб всегда смотрит с более крупного масштаба. В Сербии в любом кабаке все будут разговаривать о политике. То есть просто это часто, я сказал бы, нашей специфики, нашей ментальности. И даже если бы кто-то из России начал из России объяснять, но видите, не все так, а вот есть нюансы, объяснят, серб, может, послушает, обычно я сказал бы, ну хорошо, я все равно лучше знаю, как в России, чем ты. Показательно, что из всех европейских лидеров с Новым годом, кроме Вучича, Владимир Путин поздравил только Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии и его правительство записывают чуть ли не в главные союзники Кремля. Виктор Орбан проводит провенгерскую политику. Это многие хотят думать, что это пророссийская политика, это в основном в России думают многие и хотят думать, видеть. На Западе тоже думают так, но это неправда. Орбан проводит провенгерскую политику, попробует защищать венгерские интересы, исходит из этих интересов, и интересы совпадают, например, в энергетической сфере, в сфере безопасности, в сфере отношения к нацменьшинству. И очень важно, что отношение к консерватизму, отношение к традиционным ценностям. Одним из главных тезисов предвыборных кампаний Орбана было обещание снизить расходы населения на коммунальные услуги. Таким образом, ему удалось заполучить миллионы голосов. Для обычных венгров эти обещания звучали очень заманчиво. Так что выиграл он во многом благодаря дешевым российским энергоресурсам. Но Россия может закрутить вентиль уже завтра. То есть в краткосрочной перспективе Венгрия рискует попасть в крайне уязвимое положение. Исследователи Орбана сознательно не формулируют его отношение к России. Оно туманно. Бывший комсомольский вожак в школе, Орбан в конце 80-х превратился в антисоветчика. При нем Венгрия вступила в НАТО, но в данный момент Будапешт затягивает ратификацию о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. Если мыслить логически, я не вижу никаких других причин, почему наша страна препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, кроме как из желания угодить Москве. Других объяснений у меня просто нет. Даже правительство ничем не мотивирует свое решение. Можно ли сказать, что Путин в Венгрии популярный политик? Намного популярнее, чем
Польше, чем в Чехии, чем обычно в Центральной Европе. В этом не помог то, что происходит последние 11 месяцев. Потому что войну никто не хочет и не любит. Но многие так думают, что суверенитет, уважение традиционных ценностей и то, что Путин покажет фигуру, например, глобальным силам, это многим нравится. И многим нравится то, что Путин на основе нации. Орбан тоже на основе нации. Вопрос об этнических венграх, которые проживают на территории Украины. Можно ли сказать, что это больной вопрос для вашей страны? После того, как на Украине принимали закон о языке, об образовании, после этого заметно улучшились отношения между Венгрией и Украиной. Ситуация в образовании и использовании языка хуже, чем во время Советского Союза. На днях в Мукачево, это в районе Мукачево, сняли венгерские флаги, сняли все венгерские символики с венгерских учреждений, уволили венгерских директоров школ. Да, напряжение действительно было, просто Москва очень активно его подогревала. Это была инициатива мэра города, господина Балоги. Действительно, мэр провел эту акцию, которая больше напоминала переворот. Украинское правительство осудило данный шаг. Повторюсь, это очень деликатный вопрос. Напряжение между Будапештом и Киевом легко усилить, если речь идет о венграх в Украине. До 24 февраля многие политики ездили в Москву едва ли не как на смотрины. Вот Марин Ле Пен в 2017-м, незадолго до второго тура президентских выборов, встречается с Владимиром Путиным. А вот Жан-Люк Меланшон, бессменный лидер французских крайне левых, на акции «Бессмертный полк» в Москве. Вот Франсуа Фийон, тогда он был премьер-министром во времена Николя Саркози, впрочем, сам президентом так и не стал, говорит: «Мой дорогой Владимир». Mon cher Vladimir. Эрик Земмур, Тири Мариани, все они и не только высказывались в поддержку Москвы. Но после 24 февраля все поменялось. Поддерживать действия Владимира Путина стало моветоном, и политики весомые стали открещиваться от своих связей с Кремлем. Впрочем, те, кто далек от политического мейнстрима, среди них прорусские настроения все еще сохраняются. Франсуа Ассelineau набрал на пресс-выборах 2017 года чуть менее 1% голосов. И он своих политических амбиций не оставляет. Мы сейчас защищаем интересы других стран, в первую очередь Америки, и тех, кого я называю олигархией. Миллиардеры навязывают нам через НАТО и ЕС политику, которая не соответствует интересам Франции. Наши национальные интересы очень точно обрисовал Шарль де Голль, последний великий французский политик. Он сказал, что каждый раз, когда Франция была в хороших отношениях с Россией, это были великие моменты для нашей страны. Сегодня Франция должна сделать то, что де Голль сделал в 1966-м — разрядить обстановку, наладить отношения с Москвой. Роль Франции — создать равновесие в мире, а не занимать чужую позицию. Санкции должны быть сняты. Они вредят не России, а нам. Вывод — не поставлять оружие Украине. И сделать все для мирного договора. В кабинете у Ассelineau парадный портрет Шарля де Голля. К нему у Ассelineau особое отношение. Он смог вернуть Франции былое величие после провальной Второй мировой, спорил с Америкой и даже съездил в СССР. Путин же для Ассelineau и вовсе почти де Голль с Востока. Я о Путине думаю вот что. У него есть плюсы и минусы, как у каждого из нас. Но одно важно. Я помню, я приехал в Союз в 1985 году. Мне тогда было 28. После жизни на Западе это была грустная страна, словно у жителей не было будущего. Очереди у магазинов, и советские люди смотрели на Запад с завистью. Но в 2015-м депутаты из Севастополя пригласили меня в Крым на годовщину победы над нацизмом. Больше никого из французских политиков не было, и это скандал. Они отказались. А я увидел другую страну, свободную, где люди получают удовольствие от жизни. Я был в Петербурге, в Москве. Это была страна, вернувшаяся к нормальной жизни после мрачной истории.
Путин смог объединить страну и останется в истории как один из великих правителей России. Потом есть, конечно, просто люди, которые интересуются Россией. И здесь можно сказать, что иногда они чувствовали себя достаточно потерянными, потому что во Франции есть определенная русофилия. Да? То есть есть понимание, что Россия – это важная часть мировой культуры, есть целый пласт культурных связей. И для некоторых людей важнее как бы сама Россия, ее культура и ее вклад в мировое развитие. РТ «Франс» – весомый инструмент российской мягкой силы. На этой русофилии играл почти 5 лет. В январе в РТ «Франс» объявили, что прекращают вещание. Счета телеканала заблокировали из-за санкций. Новости и часть эфира все еще доступны на сайте, но в Европе попасть на него можно только через VPN. Те, кого во Франции называют представителями российской точки зрения, в эфире RT могли высказываться на любые темы. Туда ходил не только Asselineau, там были люди из ультраправых партий и другие. Проблема в том, что их и полноценными политиками назвать сложно. Даже на местных выборах они не набирали больше 2%. Они не политики, а скорее инфлюенсеры. RT хотел как бы увеличить их политический вес, показать, что их позиция, их взгляды соответствуют общепринятым фактам, действительности. И часто их высказывания оказывались удобными для Москвы. Альтернативу РТ Asselineau нашел в соцсетях. На YouTube я за год набрал 76 миллионов просмотров. А на больших французских каналах меня не было ни секунды. Вы слышите? Ни секунды. Гораздо чаще массовые французские СМИ говорят об Алексее Навальном, якобы главном сопернике Путина. Но на президентских выборах господин Навальный набрал около процента, как и я на европейских. Но Алексея Навального не допустили до президентских выборов. Да-да, но на каких-то локальных выборах в России он набрал примерно 1% с небольшим. У нас же нет справедливого доступа к средствам массовой информации. Во Франции цензура, особенно в вопросе конфликта в Украине. Во Франции мы знаем, что РТ был зарегистрирован только в 2017 году, это сравнительно недавно, да? Но так совпало, что они попали под события, которые были очень выгодны им для раскрутки вот такой повестки дестабилизации ситуации во Франции. То есть РТ в 2018 году очень активно, в 2019 году освещал протесты желтых жилетов. За спиной акции желтых жилетов. Сегодня суббота, вот они снова традиционно вышли на улицы Парижа. Здесь их несколько сотен человек. Конечно, движение потеряло тот масштаб, которым могло похвастаться еще несколько лет назад, когда действительно грозилось поменять Францию. Но вот сегодня здесь еще один лозунг начал звучать. Это остановка поставок Украине оружия. Движение сложно назвать пророссийским, хотя здесь понимающие политику Владимира Путина, особенно в его борьбе с Западом, здесь всегда были. Мы против того, чтобы Франция ввязывалась в конфликт между Россией и Украиной. Мы этого требуем, но у людей по этому поводу разные мнения. Вы должны понять, мы не за Россию и не за Украину. Просто деньги, которые идут на поставку оружия, лучше использовать для народа, для потребностей простых людей. Русские помогли нам и во время Первой, и во время Второй мировой войны. И почему сегодня я должен быть против них? Они нам всегда помогали. Нам говорят, что Францию спасли американцы. Но если смотреть на историю, то восток Европы освободили именно русские. За хорошим отношением к России у многих французских политиков кроется не столько спонтанная, искренняя дружба, сколько сильное отвращение к американизации нашего общества, к тому, что европейская система безопасности выстраивается вокруг НАТО. Их также раздражает некоторое подчинение Вашингтону. Из-за этого с Москвой дружили не только социалисты, но и правые республиканцы, представители многих партий. Возьмите Франсуа Фийона, бывшего премьер-министра. Он сидел в совете директоров российской компании. Не хочу быть адвокатом дьявола, но после 24 февраля он ушел со своего поста. Вопрос денег Москвы для французских политиков всегда был неудобным. Сопредседатель Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мэриани, по данным газеты «Le Monde», находится в центре внимания французских властей. Его подозревают в злоупотреблении доверием и отмывании денег. Марин Ле Пен в 2014 году получил кредит в первом чешско-российском банке на сумму более 9 миллионов евро. Его партия отдает до сих пор, тогда все было законно. Und wo wir gerade beim Thema Kanzler sind,
Работа бывших западных политиков в российском бизнесе – это отдельная тема. Сейчас куда больше разговоров о том, каким образом Москва поддерживает свой актив в Европе. Есть несколько расследований, где утверждается, что вам, организаторам, заплатили или помогли организовать этот автопробег российское государство. Было бы деньги, было бы не автопробег, был огромный марш в Берлин. Я думаю, что русское поле сотрудничества, и там есть связи с теми, которые организовали эти автопробеги здесь. Но я не думаю, что есть русское влияние, скажем, на политические партии или даже у левых или у АФД. Они финансировали какие-то поездки отдельных депутатов в ДНР, ЛНР или в Россию или на Крым. Но прямое финансирование этих Путин-фаште я исключаю. Это вероятно. И есть и отдельные доказательства, что какие-то группировки получили какие-то десятки или сотни тысяч евро, или отдельные люди получают гонорары. Но мне кажется, что, конечно, это что-то подкрепляет, но не существенно. Я не отождествляю Россию с тем, что сейчас там группа Вагнер делает. Есть разные России. Россия тоже и там, где говорят на русском, значит, диаспора, иммиграция – это тоже Россия. И в этом смысле Россия, скажем, как культурное пространство остается. Честно говоря, не знаю, что думать. Честно, я об этом сама задаю себе вопрос. Что бы мне хотелось? Не трогать Россию, пожалуйста, это моя любовь. Навсегда. Буквально навсегда.